Привет! Тема «Аристотелевская этика». Как писал Аристотель, любой может разозлиться, это легко, но разозлиться на нужного человека в нужной степени, в нужное время, с нужной целью и правильным способом – это не в силах для любого. Этика – термин, впервые употреблен Аристотелем как обозначение особой области исследования практической философии. По сути, этика представляет попытку предложить рациональный ответ на вопрос о том, как людям лучше всего жить. Аристотель рассматривал этику и политику как две взаимосвязанные, но отдельные области изучения. Труды Аристотеля читались более или менее непрерывно с древних времен, и его этические трактаты, в частности, продолжают оказывать влияние на философов, работающих сегодня. Аристотель подчеркивал практическую важность развития добродетели для превосходного характера. Как утверждал Аристотель, человек, обладающий превосходным характером, будет стремиться поступать правильно в нужное время и с помощью правильных методов. Храбрость и правильное регулирование своих телесных аппетитов являются примерами превосходного характера. Смелые поступки и сдержанность являются примерами отличных действий. Высшие цели – жить хорошо или благополучие, счастье или процветание человека. Как и многие специалисты по этике, Аристотель считал, что человек, чьи аппетиты находятся в правильном порядке, на самом деле получает удовольствие от умеренных действий. Аристотель подчеркивал, что добродетель практична и что цель этики – стать хорошим, а не просто знать это. Аристотель также утверждал, что правильный курс действий зависит от деталей конкретной ситуации. В конечном итоге первоначальный ответ Сократа и Аристотеля на вопрос о том, как лучше жить, это жить жизнью философской. Никомахова этика является наиболее читаемым из этических трактатов Аристотеля: «Эвдемонистическая этика» и «Великая мораль». Аристотель считал, что этическое знание – это не только теоретическое знание, а скорее то, что человек должен иметь опыт действий в жизни и быть воспитан в хороших привычках, чтобы стать хорошим. И чтобы человек стал добродетельным, он не может просто изучать, что такое добродетель, он должен действительно совершать добродетельные поступки. Аристотель утверждал, мы учимся не для того, чтобы узнать, что такое добродетель, а для того, чтобы стать хорошими. Вся аристотелевская этика стремится начать с приблизительных, но неоспоримых отправных точек. В Никомаховой этике Аристотель прямо говорит, что нужно начинать с того, что нам знакомо. Древние комментаторы согласны с тем, что Аристотель имеет в виду здесь то, что его трактат опирается на практическое повседневное знание добродетельных поступков в качестве отправной точки своего исследования, и что он предполагает, что его читатели имеют какое-то основанное на опыте понимание таких действий, что они ценят благородные и справедливые поступки, по крайней мере, в некоторой степени. Аристотель также, по-видимому, опирается на общее представление о том, как устроен мир. На самом деле, некоторые считают, что его этические исследования основаны на методе, который опирается на общественное мнение, его так называемый эндоксический метод. Однако существует некоторый спор о том, как общие концепции вписываются в метод Аристотеля в его этических трактатах, особенно с учетом того, что он также использует более формальные аргументы, особенно так называемый аргумент функции, который будет описан ниже. Аристотель описывает популярные рассказы о том, какой была бы жизнь человека в состоянии процветания, классифицируя их на три наиболее распространенных типа: жизнь, посвященная удовольствиям, жизнь, посвященная славе и чести, и жизнь, посвященная созерцанию. Однако, чтобы прийти к собственному выводу о лучшей жизни, Аристотель пытается изолировать функцию людей. Аргумент, который он развивает здесь, соответственно, широко известен как аргумент функции, является одним из наиболее обсуждаемых аргументов. Он утверждает, что в то время, как люди питаются и растут, то же самое происходит и с другими живыми существами. Плюс восприятие это разделяется также с животными. Но согласно Аристотелю, то, что остается и что является чисто человеческим, это разум. Таким образом, он приходит к выводу, что человеческая функция – это своего рода превосходное упражнение интеллекта. И поскольку Аристотель считает, что практическая мудрость управляет качествами характера, она может быть одним из способов проявлять разум и таким образом выполнять человеческую функцию. Моральная добродетель или совершенство характера – это склонность действовать превосходно, которую человек развивает частично в результате своего воспитания, а частично в результате своей привычки к действию.
Аристотель развивает свой анализ характера во второй книге Никомаховой этики, где он приводит аргумент о том, что характер возникает из привычки, уподобляя этический характер навыку, который приобретается на практике, например, как при изучении музыкального инструмента. В книге 3 Никомаховой этики Аристотель утверждает, что характер человека является добровольным, поскольку он является результатом многих индивидуальных действий, которые находятся под его добровольным контролем. Аристотель отличает склонность испытывать эмоции от добродетели и порока. Эмоциональные предрасположенности могут находиться в среднем состоянии между крайностями, и они в некоторой степени являются результатом воспитания и привычки. Некоторые люди, несмотря на намерение поступать правильно, не могут действовать в соответствии со своим собственным выбором. Например, кто-то может сделать намерение поступать правильно, например, сделать выбор в пользу того, чтобы отказаться есть шоколадный торт перед сном, но обнаруживать, что ест торт вопреки своему собственному выбору. Такая неспособность действовать в соответствии с собственным решением называется слабостью воли, несдержанностью или отсутствием самообладания. Первое – это благоразумие, также известное как практическая мудрость, является для Аристотеля самой важной добродетелью. Необходимо переносить суждения с помощью практической мудрости. Эту добродетель необходимо обрести, потому что требуется мужество, чтобы переносить вынесение суждений. Вторая – это умеренность или самоконтроль. Умеренность в частной жизни должна приводить к умеренности на публике. Третье – это мужество, умеренность по отношению к чувствам страха и уверенности. Четвертое – это справедливость, означает, что нужно признать, что хорошо для общества, и что нужно совершать правильные действия. Пороки – это трусость и безрассудство. Аристотель посвящает книгу 5 Никомаховой этике справедливости. Это также книга 4 в демонистической этике. Аристотель определяет справедливость как общую и специальную. Общая справедливость – это добродетель, выраженная по отношению к другим людям. Таким образом, справедливый человек поступает правильно и справедливо по отношению к другим и выражает свою добродетель в своих отношениях с ними. Не лжет и не отнимает у других то, что им причитается. Специальная справедливость – это правильное распределение по заслугам. Для Аристотеля такая справедливость связана с тем, что люди получают то, что они заслуживают. Аристотель описывает процветание человека как высшее человеческое благо. На этом, думаю, все. Всего доброго.